Крик, скандал и метание документов. Зеленского призвали капитулировать на условиях Путина. Банковая идет в отказ. Детали. Атака ВСУ по России и возможностям Казахстана. Республика пострадала из-за российско-украинской войны. Что известно? Заявление из Астаны. Удар РФ по Великобритании. Катастрофическая ситуация. Лондон заявляет под прицелом 8 военных баз, в том числе с F-35. Немцев призывают подготовиться к чрезвычайной ситуации и быть готовыми к 72-часовой изоляции. В Швеции же звучит призыв перейти в режим войны. Почему? Экстренные переговоры и срыв соглашения. Силы США направляются на Ближний Восток из-за нового обострения. Как огонь, потушенный Трампом, вновь вспыхнул. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Немцы должны подготовиться к 3-дневному режиму изоляции. Чрезвычайная ситуация может парализовать Германию. Страна не совсем готова к определенным вызовам. Ни к кибератакам, ни к перебоям с электричеством, ни к блокировке поставок. Об этом пишет Welt со ссылкой на экспертов по безопасности, которые называют уровень готовности страны на 4 из 10. Они предупреждают, каждый гражданин должен быть способен выжить автономно как минимум в течение 72 часов. Welt пишет, что система гражданской защиты устарела и не соответствует реалиям 21 века. Даже любая крупная кибератака или сбой поставок может парализовать города за считанные часы. Эксперты предупреждают, США могут в любой момент перестать делиться разведданными, и тогда Германия ослепнет. Спасти ситуацию можно только если общество перестанет бояться слова «кризис» и начнет реально готовиться к худшему. Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах рекомендует иметь запасы минимум на 10 дней. Это многих отпугивает. Но уже серьезным шагом будет, если каждый приготовится к 72-часовому периоду автономии. Тот, кто сможет 3 дня продержаться самостоятельно, с водой, едой, топливом и минимальными средствами обогрева, разгрузит службы гражданской защиты, позволяя им сосредоточиться на более тяжелых случаях. В то же время Швеция, которая лишь в прошлом году присоединилась к НАТО, также заявляет, пора гражданам изменить свое мышление и перестроиться на режим войны. Необходимы перемены в мышлении. Мы должны переключиться в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и сохранять мир. Россия постоянно проверяет наше единство и решимость. Но Путин не добьется успеха. Текущая ситуация с безопасностью обострила наше внимание. В Швеции общественная поддержка этого курса высока. Около 90% хотят сохранить или расширить помощь Украине, и подавляющее большинство поддерживает увеличение расходов на оборону. Близость к России научила нас: мир – это не подарок. Мир – это то, что мы должны защищать каждый день. Напомню, западные разведки продолжают публиковать прогнозы, в которых говорится о том, что бойня между силами НАТО и Россией может произойти до конца этого десятилетия. В Альянсе считают, что Москва готовит нападение. В Москве же заявляют, что европейцы могут спать спокойно и забыть об истерии. Путин говорил, что Россия не собирается нападать, и назвал прогнозы западных военных чушью. Удар ВСУ по России и возможностям Казахстана. Астана внимательно следит за ситуацией с добычей нефти после удара украинских дронов по крупному газоперерабатывающему заводу в Оренбургской области России. Об этом пишет Bloomberg. По данным Генштаба Украины, атака вызвала пожар и повредила установки газоочистки. В Киеве заявляют, что этот объект задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ, и именно поэтому туда прилетело. Однако событие затронуло Казахстан, поскольку Оренбургский завод перестал принимать газ с месторождения Карачаганак, где добыча нефти и газа взаимосвязана. Любое сокращение поставок газа автоматически приведет к снижению добычи нефти в Казахстане. Карачаганак, расположенный недалеко от российской границы, является одним из 3 ключевых нефтегазовых проектов Казахстана. Так как нефть и газ там добываются совместно, операторы не могут сократить добычу газа, не снизив при этом добычу нефти. Любое замедление работы на Карачаганаке создаст давление на общий объем нефтедобычи Казахстана. В Минэнерго Казахстана при этом уверяют, что граждан их республики украинский удар по Оренбургскому заводу не затронул. Внутри страны проблем нет. Газоснабжение Казахстана не затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме без каких-либо ограничений. Вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями. Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий будет сообщено дополнительно.
Дата и время встречи Путина и Трампа станет известно в ближайшие дни. После консультаций Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Будапешт делает все, чтобы такой саммит прошел успешно, заявил министр иностранных дел Венгрии Сиярто. Он также считает, что Трампа не за что критиковать. Обратился министр и к европейцам. Но, на мой взгляд, президент США сделал все, что мог, и даже сверх того, чтобы был мир. Пока его нет. Но, по-моему, это не повод обрушиваться с бранью на президента США и отказываться от стремления к миру. Скажем, с этого момента отправлять на Украину все оружие мира, потому что это трагедия. Наоборот, это как раз повод умножить и приумножить мирные усилия. Сейчас европейским политикам следовало бы думать не о том, как отправить больше денег и больше оружия на Украину, а о том, как помогать мирным усилиям президента США. В то же время встречу Трампа и Путина прокомментировала и белорусская оппозиционерка Тихановская, которая скептически относится к такой встрече. Путина она назвала диктатором. Мы, как соседи России, понимаем, что диктаторы не нуждаются в мире. Им нужны военные действия, потому что они оправдывают репрессии, укрепляют их, дают им возможность шантажировать другие государства и держать всех в постоянном напряжении. Так что я не думаю, что Путин вообще способен к переговорам. Война в Украине должна быть заморожена, в этом уверен Зеленский. И об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на новое интервью Зеленского американскому телеканалу, полная версия которого вышла накануне. Киев готов к заморозке боевых действий по линии фронта, перед тем, как Украина и Россия сядут за стол переговоров. Я понимаю, что мы должны завершить эту войну и начать это завершение с того места, где находятся солдаты с линии соприкосновения. Если мы хотим остановить эту войну и срочно приступить к мирным переговорам дипломатическим путем, нам нужно остаться там, где мы находимся, и не отдавать что-то дополнительное Путину. Зеленского призвали пойти на условия Путина и принять его требования для прекращения войны. Такое резкое заявление сделал Трамп во время закрытой встречи с Зеленским в Белом доме. Речь о сдаче территории. То, что в Киеве уже неоднократно называли капитуляцией на условиях Москвы. Трамп фактически требовал этого, заявив, что Путин предупредил США в телефонном разговоре: в противном случае Украина будет уничтожена. Детали происходящего публикует Financial Times. Автор материала пишет, что последняя встреча многократно переходила в перепалку и крики, а Трамп постоянно ругался. Он даже швырнул в сторону карты украинского фронта, которые привез с собой Зеленский, и настаивал на том, чтобы Киев сдал весь Донбасс. Согласно словам одного европейского чиновника, знакомого с ходом встречи, Трамп сказал Зеленскому, что украинскому лидеру нужно заключить сделку, иначе его ждет уничтожение. Этот чиновник уточнил, что Трамп заявил Зеленскому, будто тот проигрывает войну, и предупредил: если Путин захочет, он тебя уничтожит. По словам источника, знакомого с деталями встречи, в какой-то момент президент США швырнул в сторону украинские карты боевых действий. Россия заберет себе украинские земли, в этом уверен Трамп. Об этом он открыто заявил в воскресенье, 19 октября, когда вышло его новое интервью для телеканала Fox News. Он считает, что лишь американцы могут повоевать и выйти из страны, намекнув, что ВС РФ останутся на местах. Получили ли вы какое-то ощущение от Путина, что он готов или открыт к завершению войны без захвата значительных территорий Украины? Он что-то возьмет. Они воевали, и у него много территорий. Он выиграл определенные территории, как вы говорите, на Востоке. Это мы, американцы, единственная нация, которая идет, выигрывает войну и уходит. Зеленский пошел в отказ, он уже неоднократно повторил за последнюю неделю: Украина не выполнит условия России, пока Киев согласен лишь на предложение Трампа о том, что надо остановиться на местах и начать разговор. Накануне Зеленский, после появления статей в западной прессе о том, как проходила его встреча и в Белом доме, и чего требовал Трамп, сделал такое заявление. Мы ничего не будем дарить агрессору и ничего им не простим. Мы четко видим, что эта Россия представляет долгосрочную угрозу. Напомню, что ранее издание «Вашингтон-Пост» опубликовало информацию о том, что в последнем телефонном разговоре Путин заявил, что все закончится, если Россия будет иметь полный контроль над всей Донецкой областью. При этом взамен Россия готова отказаться от части контроля над двумя другими украинскими регионами – Запорожской и Херсонской областями. В России в выходные этой информации не подтверждали. Какой будет реакция, расскажу, друзья, обязательно в следующем выпуске. Однако интересен ваш взгляд на все заявления и на то, как часто и
быстро меняется настроение Трампа то в одну сторону, то в другую. Как вы воспринимаете его речи? Относитесь серьезно или же нет? Поделитесь, пожалуйста, своей точкой зрения в комментариях под видео и, да, пожалуйста, поддержите лайком. Начало недели всегда тяжелое в YouTube, алгоритмы во многом спят, а зрителей не так много, и поэтому каждый ваш лайк помогает видео тоже не уснуть. Не забудьте подписаться, нас уже более 600 тысяч. Спасибо всем вам за доверие, а я продолжаю. Соглашение не достигнуто. Москва и Дамаск, несмотря на встречу Путина с новым лидером Сирии, не договорились о судьбе военных баз. Переговоры между странами о будущем российских баз в Хмеймиме и Тартусе пока идут. Окончательного решения для Кремля еще нет, сообщил министр иностранных дел Сирии Асаад Аш-Шибани. Об этом он заявил в интервью арабскому изданию Аш-Шарк Аль-Аусад. Moscow Times уточняет, что все соглашения, заключенные при Башаре Асаде, приостановлены и признаны неприемлемыми, а новых договоренностей пока нет. Глава МИД Сирии подтвердил информацию, ранее просочившуюся в западную прессу. В ходе визита президента Ахмеда Аш-Шаара в Москву также поднимался вопрос о выдаче бывшего президента Асада Дамаску и возможных экономических уступках со стороны России. По данным российских и сирийских источников, переговоры продолжаются в закрытом формате. Однако ни по базам, ни по новому соглашению стороны пока не пришли к консенсусу. В ходе телевизионного интервью он добавил, что сирийская сторона и российская обсудили все вопросы, включая судьбу бывшего президента Башара Асада и сбежавших офицеров, во время визита президента Сирии Ахмеда Аш-Шаара в Москву, а также перспективы будущих отношений и сотрудничества при условии преодоления спорных моментов. США пытаются спасти мирное соглашение по Газе. Ситуация на Ближнем Востоке вновь на грани взрыва. Вашингтон в срочном порядке вступил в переговоры с Израилем после того, как в Цахал обвинили Хамас в нарушении мирного соглашения и ответили серией мощных авиаударов по Газе. Axios пишет, что боевики Хамас в воскресенье вышли из туннеля в районе Рафаха, почти полностью контролируемым израильскими силами, и выпустили противотанковую ракету по израильскому броневику. Ответ последовал мгновенно. Около 20 израильских авиаударов обрушились на цели Хамас в Рафахе и других районах сектора. Израиль также закрыл все переходы в Газу и остановил доставку гуманитарной помощи, фактически заблокировав анклав. По данным Axios, Тель-Авив заранее предупредил Вашингтон об ответных ударах. Представители американской администрации Стив Уитков и Джаред Кушнер провели экстренные переговоры с израильскими чиновниками, пытаясь удержать ситуацию от обвала. Американский чиновник заявил изданию, что США призвали Израиль к пропорциональному ответу и максимальной сдержанности. США говорят, что никто не хочет возвращаться к полномасштабной войне, а израильтяне хотят показать Хамас, что за провокации придется отвечать. Удар России по Великобритании – катастрофическая ситуация. Российские киберсилы нанесли мощную атаку по Лондону, взломав сеть подрядчика Минобороны и похитив секретные данные о 8 военных базах. Об этом пишет британская пресса. Секретные документы оказались слиты в сеть, в частности, об объектах, где размещаются истребители F-35 и предположительно ядерное оружие, а также о базах, которые уделяют внимание ПВО стран НАТО, а также местах, где проходят испытания и обучение управлению боевыми дронами. Похищены имена и контакты сотрудников Минобороны, номера их автомобилей и телефонов, данные подрядчиков и внутренние инструкции по безопасности. Атака произошла через компанию Dot Group, работавшую с военными объектами. Ответственность приписывают российской группе Lynx, которая заявила о краже 4 терабайт данных. Бывшие офицеры разведки назвали инцидент катастрофическим провалом безопасности, а эксперты предупреждают, что даже простые сведения могут помочь силам оппонента понять, как устроена британская оборона. Считается, что группировка Lynx базируется в России и открыто вербует участников на русскоязычных подпольных форумах. Как и многие киберпреступные группы, базирующиеся в Москве, она избегает атак на организации в бывших советских государствах. Подтверждая киберинцидент, представитель Dot Group заявил, что было похищено ограниченное количество данных, и компания защитила и восстановила наши системы. Министерство обороны заявило, что активно расследует ситуацию.
500 под арестом. Суд изъял имущество бывшего генерала Минобороны РФ. Хамовнический суд Москвы принял решение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. У бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его родственников изъято имущество на сумму более 500 миллионов рублей. Информацию подтвердил адвокат Алексей Першин. Кузнецов с мая 2024 года находится в СИЗО. Его обвиняют в получении крупной взятки. По данным налоговой, официальные доходы генерала за 13 лет составили 47,6 миллионов рублей, а его супруги чуть больше 41 миллиона. Но при этом семья Кузнецова обзавелась недвижимостью в Москве, Подмосковье и Краснодаре на суммы, которые никак не сходятся с декларациями. Также во время обысков у Кузнецова и его близких изъяли сотни тысяч долларов и евро наличными, а также коллекция ювелирных украшений и редких монет, 59 золотых и 101 серебряная монета, наручные часы Омега, 25 колец, 18 комплектов сережек, 12 цепочек, 15 кулонов, 7 браслетов, 8 бус и 6 комплектов запонок и еще 3 комплекта украшений. И напоследок не о войне и политике. Мадрид на день превратился в пастбище. Испанская столица оказалась под шерстяным нашествием. Тысячи овец и коз заняли центральные улицы, вытеснив автомобили и туристические автобусы. Так город отпраздновал возвращение древнего фестиваля Трашумансия, сезонного перегона стад, которому уже очень много лет. Под звон колокольчиков и звуки флейт пастухи в традиционных плащах гнали овец через площадь Соль, повторяя маршруты, по которым когда-то перегоняли скот с севера страны на юг. Фестиваль не проводился год из-за угрозы болезни блютанг, но в 2025-м вернулся с размахом. Это способ заявить о нашем историческом наследии и добиться восстановления древних путей перегона скота. Это также способ подчеркнуть ценность пастухов, людей, которые являются своего рода садовниками сельской местности и хранителями культуры и традиций. На этом все, друзья. Хорошей недели. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.